Всем привет, дорогие друзья! Сегодня на обзоре лазерный гравер фирмы SculpFun, модель S30 Ultra и лазерный модуль на 22 Вт. Лазер поставляется в такой огромной коробке, частично в предсобранном состоянии, и вот такой вот конструктор вам предстоит собрать. Так как это мой не первый лазер, у меня уже был опыт, и сборка у меня заняла в районе получаса. Каркас гравера выполнен из алюминиевых профилей 20 на 20 мм. Я бы сказал, что он имеет классический вид лазерного такого вот гравера. Отдельно от гравера поставлялась камера. Камера позволяет значительно упростить процесс позиционирования заготовок. Камера работает напрямую с программой Lightburn, поэтому она независимо, какой у вас лазерный гравер вы используете, Artur, SculpFun там, и так далее. Вы можете использовать эту камеру практически с любым лазером. Я сделал отдельный ролик про эту камеру, там я рассказал, как ее использовать, как калибровать, настраивать. В принципе, если вам интересно, вот можете по ссылочке вверху перейти и посмотреть дополнительный ролик. На сборку лазера я потратил около получаса, а вот на его настройку мне пришлось потратить чуть больше времени. На осях Y установлены роликовые направляющие, на нижних роликах есть эксцентриковые гайки, и их нужно подкрутить до такого состояния, чтобы ролики ходили достаточно свободно по направляющей, но при этом не было никакой болтанки. То есть вот вы свободно передвигаете один ролик, и у вас без каких-либо закусываний и заеданий передвигается параллельно второй ролик. Самый простой способ проверить, правильно ли вы настроили: приподнимаем лазер, и лазер вот под своим весом должен легко и плавно опуститься, никаких заеданий и закусываний не должно быть. А на оси X производитель установил линейную рельсовую направляющую, регулируется она натяжением ремня, и проверяем ход лазера. Лазер также должен ходить легко и свободно, без каких-либо закусываний. После того, как я настроил обе оси, я сделал вот такой вот тестовый круг, вырезал, и вот погрешность у меня составила там сотые миллиметра, по-моему, отличный результат. На осях X и Y установлены концевые выключатели, поэтому лучше всего работу выполнять с положения домой, иначе лазер может попытаться выйти за пределы рабочего поля. Кулер у лазера очень громкий, и даже при завершении работ вот он возвращается в положение домой и все равно продолжает работать, и выключается только физически кнопкой. Лазерный модуль на 22 Вт весьма массивный. Для сравнения, я его сравнил с 10-ваттным модулем от Artur, практически в 3 раза больше его по весу. В модуле установлены 4 светодиода, каждая на 5,5 Вт. И точка фокусировки у нас получается 0,08 на 0,1 мм. У производителя есть 3 модуля на 10, 22 и 33 Вт, и они разработали единую систему подключения, то есть одним кабелем мы сможем подключить любой из модулей. Лазерный модуль устанавливается на металлическую пластину, из-за своего внушительного веса фиксируется при помощи 4 винтов. А фокусное расстояние от лазера до заготовки устанавливается при помощи алюминиевого такого вот бруска. На практике процесс фокусировки занимает длительное время, и есть вероятность сдвинуть заготовку, когда вы достаете брусок. Намного проще и быстрее эта вся функция реализована на лазерном модуле фирмы Artur. И для сравнения, два лазера 40 на 40 и 60 на 60. Второй лазер значительно массивнее, для домашнего использования, наверное, он великоват, и ему уже нужно выделять какое-то полноценное стационарное место. Для обслуживания рельсовой направляющей производитель рекомендует использовать какую-либо синтетическую смазку. Можно использовать WD-40, но вот у меня был Valera, я использовал ее. И при первом запуске я смазал направляющую и оставил лазер поработать где-то минут 30-40. Он у меня просто ездил по направляющей, чтобы детали немножко притерли друг к другу. В комплекте с лазером поставлялся воздушный компрессор 24 вольта и производительность 30 литров в минуту. Корпус выполнен из такого soft-touch пластика, он достаточно маркий, и установлены вот такие вот антивибрационные ножки. Мне очень понравилась их работа, вибрация практически вообще не ощущается. Для сравнения, это вот мой старый компрессор, правда помощнее, у него 70 литров в минуту он выдает.
Вот. Но ножки у него дубовые, и при включении он стремится убежать со стола. Вот, и вся вибрация передается просто вот на рабочую поверхность. Ну, некомфортно, короче, с ним работать. Вот с этим же малышом намного приятней. Ну и сделал небольшой тест, проверил их производительность, как мы видим, на 70 литров. Поток воздуха, конечно, мощнее, но он и громче, и вот старается убежать. Также в комплекте с лазером шли два таких металлических листа. На них достаточно удобно что-либо гравировать, даже можно вырезать, а после использования просто промыли водой, и у вас ни запаха, ни следов, ну вообще классно. Еще в комплекте есть 6 таких пирамидок, их можно использовать как подставку для заготовки, либо использовать в качестве груза. Если вы пытаетесь вырезать что-либо на бумаге, и чтобы бумагу не сдуло воздушным потоком от кулера лазера, ну, берете и используете их как грузик, просто придавливаете эту заготовку. В гравире есть Bluetooth модуль, поэтому можно использовать беспроводное соединение и тем самым избавиться от одного из проводов. После всех тестов, которые я сделал с этим лазером, он достаточно сильно загрязнился, поэтому я решил его разобрать, ну и заснять немножко процесс чистки. Откручивается вот это вот сопло с небольшим усилием. Вот, откручивайте достаточно аккуратно, чтобы грязь не попала внутрь туда, к лазеру. Также потом шестигранником выкручиваем фиксируемый винтик и выкручиваем саму, получается, линзу. В комплекте идет одна запасная линза. На сайте у продавца можно купить, по-моему, набор из 6 линз продается. Вот, ну, по крайней мере, одна запасная уже есть в комплекте. Далее аккуратно выкручиваем линзу и при помощи спирта и ватных палочек производим небольшую чистку. А для чистки сопла в комплекте предусмотрены 4 маленьких ёршика. Корпус самого сопла я потом помыл под краном с щеткой и высушил потом феном. Вот. Ну и дальше идет сборка, все в обратном порядке, вот, и у вас получается обслуженный, чистый, красивый лазер. Также я решил заглянуть в корпус лазера, посмотреть, что он из себя представляет, и оказалось, что крыльчатка вентилятора была загрязнена не намного меньше, чем само сопло лазера. Крыльчатка, радиатор, все было в этой саже, поэтому при полной чистке также уделяйте внимание и вот внутренностям лазера. А сейчас несколько результатов моих экспериментов с этим лазером. Полное видео вы можете найти вот тут вверху по ссылке, там я указал все параметры, которые использовал при гравировке. Ну и начнем, конечно же, с фанеры. Фанеру лазер прорезает очень легко. Тут я использовал 6, по-моему, миллиметровую фанеру. Я сделал 2 таких основания для фрезера. Я уже делал как-то основание из акрилового стекла, но вот решил себе, наверное, обновить базы и сделать их из фрезера. Тем более они тут получатся намного точнее и аккуратнее. Следующее, что я попробовал, была вот такая декоративная плитка. Для лучшего эффекта я покрасил ее в черную краску. Рисунок стал намного четче, контрастнее. Вот, ну ее, в принципе, можно использовать как какую-то такую акцентную плитку, скажем, если у вас полностью кирпичная стена. Следующей на очереди была джинсовая ткань. Мне понравилось, как лазер смог сделать такой рифленый, объемный рисунок. Он снял верхний слой ткани. Вот. На самом деле очень классно смотрится, даже захотелось купить джинсовую куртку. Гравировка на стали также получилась очень удачно, даже без дополнительного слоя черной краски. Лазер прошелся, нанес отличный рисунок.
Вот у меня такая японская пила, и на ней теперь будет жить такой самурай. Следующей на очереди оказалась вот такая алюминиевая пластина. Она, наверное, была покрыта черной порошковой краской, и лазер ее выбрал буквально очень аккуратненько, и красивый результат получился. Также попробовал нанести гравировку на кусочек кожи. Гравировку делал на слабых мощностях и вырезал за несколько проходов, потому что если поставить сразу большую мощность, кожа начинает сжиматься, очень сильно горит, вот поэтому я делал маленькую мощность и за несколько проходов просто вырезал ее. Интересный эффект получился с бумагой для творчества. Под этим черным слоем там находится какая-то разноцветная еще бумага. Вот, и получается лазер убрал черный слой, и получился вот такой вот радужный мопс. На очереди у нас стекло. Я попробовал как обычное прозрачное стекло, так и вот матовое. Стекло я покрывал меловой краской. Вот, и лазер очень аккуратно это все выбрал краску черную, и остался вот такой вот весьма заметный рисунок, рельефный. Еще я попробовал сделать вот такой вот эффект глубокой гравировки. Я поставил маленькую скорость на высокую мощность. Вот можете посмотреть, как глубоко оно выбрало весь этот рисунок. А сверху я пустил побольше скорость, но поменьше мощность. И она как будто тонировала вот эту вот фанеру. Сделал ее в цвет дуба, мне даже кажется. Видите, с обратной стороны она беленькая, а тут получилось без какого-либо масла. Вот она такая вот оттонированная. Ну и, естественно, мне захотелось проверить этого монстра, насколько глубоко он может резать. Вот я взял 18-миллиметровый брусок. На медленной скорости при полной мощности он его прорезал за один проход, при том, что я думаю, там еще даже оставался запас мощности, можно было и побольше какую-нибудь деревяшку положить, но и этот результат меня впечатлил. А тут я провел эксперимент с включенной подачей воздуха и выключенной. Вот, получается, вот этот вот кружок был с выключенной подачей воздуха, гравировка очень четкая, без какой-либо грязи. Вот, но при вырезании, получается, с обратной стороны, видите, ожоги такие остались. Для вырезания нужна подача воздуха, а вот для гравировки подача воздуха не нужна. Видите, какой вот грязный ореол остался. Вот, а с обратной стороны, получается, у нас будет поверхность чистенькая с подачей воздуха. Ну, еще я сделал парочку стандартных тестов на качество реза и качество гравировки. Также проверил, влияет ли скорость гравировки на качество гравировки. Как вы видите, чем меньше скорость, тем качество гравировки у нас будет лучше. Друзья, на этом буду заканчивать свой обзор. Если вдруг остались какие-то вопросы, пишите, пожалуйста, в комментариях, с радостью на них отвечу. Все ссылки на лазер я оставлю в описании под видео. Вот. Ну а с вами мы увидимся в новых роликах. Всем спасибо за внимание, всем пока.